В релиз вышла бразильская инди-игра от студии с интересным названием Kadabra Games. 3 года компания из 6 человек трудилась над уникальным рогаликом Edoor. Что в нем интересного, сейчас расскажу. А если ты, дорогой друг, хочешь выбирать игры для разбора на канале, загляни, пожалуйста, во вкладку сообщества и проголосуй. Или напиши свой вариант в комментариях. Всем привет, Сальса Геймер у микрофона. Очень рад видеть вас на своем канале. Всем спасибо за оставленные комментарии, лайки и подписки на канал. Вы мне очень помогаете. В игре Edoor разработчики приглашают в фантастический мир Гетердрика, где люди и звероподобные существа живут в симбиозе под бдительным оком божества Дракнара. На земле легло проклятие и надежда только на мальчика Луха, который покидает свою деревню и отправляется в опасное путешествие. С помощью своего посоха он может брать под контроль и приручать существ, с помощью которых раскроет тайны земель. Игра поделена на локации, которые будут открываться по мере продвижения по сюжету. Каждая локация поделена на зоны, которые нам необходимо зачистить, а потом переходить к зачистке следующей. Сам главный герой сражаться не может, а может только с помощью посоха приручить практически любое существо. Для этого нужно поднять посох над головой и держаться в зеленой зоне рядом с существом. Чем насыщеннее цвет, тем быстрее вы приручите создание, но и ваш герой будет ближе к его когтям и зубам. Так что вам придется много уворачиваться. Чем сильнее существо, тем уже зона, в которой на него действует посох. Сразу после приручения герой сможет призывать питомца, который теперь стал ему покорным. Существо на короткий период будет сражаться за вашего персонажа. После того, как вы очистите все зоны уровня от врагов, вы сможете вернуться в родную деревню. А пока мы переносимся в деревню, поставьте лайк под этим видео, пожалуйста. Спасибо вам. В деревне вы сможете передохнуть и подготовиться к следующему походу. В локациях во время похода вы можете находить предметы, сундуки и ингредиенты. Перед походом при выборе локации внизу будет подсвечено, какие ингредиенты вы сможете там найти. Ингредиенты можно принести в деревню повару. Она приготовит вам из ваших продуктов еду, или вы можете купить у нее уже готовые блюда. Блюда в зависимости от состава получаются разные. Здесь можно экспериментировать и смешивать разные ингредиенты. Действуют на питомцев они не одинаково. Одни восполняют здоровье, другие увеличивают силу, третью ловкость и наполнение яростью. Ярость — особый показатель, который копится у существ во время боя. Когда она накапливается, иконка подопечного начинает светиться. Это значит, что он может провести особую атаку. Бешеная белка, например, атакует когтями, как росомаха из людей. X. Есть похожие на шакалов создания, они выполняют удар когтями вокруг себя. Бык будет поднимать противника на рога. Вы можете управлять направлением особой атаки, или же ваши питомцы выполнят ее на свое усмотрение. Ваши воспитанники будут получать в бою не только раны, но и опыт. При достаточном уровне животное получает тренерское очко. Оно открывает не только новые способности, но и синергию. Дело в том, что каждое животное представляет собой стихию. Огонь, землю, воду и другие. При открытии новой атаки вы можете добавлять к ней элемент. Элементы падают из поверженных врагов и когда вы ловите существо. Добавляя элемент к атаке, существо, которое его представляет, будет усиливать эту атаку. Например, добавляйте огонь, и бешеная белка или шакал вступит с существом, чья атака усилена, в синергию. Теперь питомцы будут действовать вместе, в синергии, и это нужно учитывать, когда вы будете вызывать своих подопечных. В бою существа будут получать раны, и если очки жизни закончатся, то вызывать их можно будет лишь на очень короткий период. Умирать они не будут, но им нужно будет лечение. Вы можете накормить их для восполнения сил или оставить своих питомцев в деревне. Там они побегают по травке на солнышке и залечат раны, но на это потребуется время. Двигаясь по сюжету и открывая новые локации, вы сможете ловить новых существ, и постепенно у вас соберется целый зоопарк, из которого вы будете отбирать подопечных на каждое задание. Всего на задание можно брать 4. Давайте поговорим о главном герое. Мальчик Луха борется с проклятием, управляя своими питомцами. Сам он, как я уже говорил, не умеет драться, а только уворачиваться перекатами. Противники будут атаковать только мальчика, а с его подопечными вступит в борьбу в крайнем случае. Герой сможет вызвать своих питомцев ненадолго.
Поначалу он сможет вызывать только 2 питомцев за раз. Эта способность называется в игре стаминой и отражается полосками внизу. Если полоски опустеют, Луха не сможет никого призвать до заполнения хотя бы одной. По перечисленным причинам герою придется постоянно двигаться и не стоять на месте, а иначе смерть будет быстрой и герой потеряет все деньги и собранные ингредиенты. Бои будут проходить в режиме реального времени, и на высоких уровнях вам придется двигаться очень быстро и непрерывно. После смерти ваши вещи останутся лежать на земле, и потом их можно будет подобрать. Место будет отмечено на карте. Деньги добываем из карманов и шкурок поверженных врагов. На них в деревне можно закупить еды для подопечных, а также амулеты у местного дедушки, усиливающие способности самого Лухи. На локациях также попадаются сундуки, от которых надо будет поискать ключи. Обычно они прячутся в одном из врагов где-то недалеко. С помощью своего посоха Луха может мгновенно телепортироваться на карте. Карты в игре сделаны очень удобно, на них расставлены значки активности, куда может переместиться герой, но лишь при условии, что зона, где он находится, очищена от врагов, иначе телепорт не сработает. В пизду это место. В конце каждого уровня героя ждет босс, особо сильное существо, с которым придется сразиться. Враги будут от уровня к уровню становиться все сильнее, они будут бить больнее, атаки будут проходить по большей площади. Противники станут проворнее и ловчее, а также постоянно будут чем-то плеваться, так что Лухе нельзя будет стоять на месте. Его армия тоже будет расширяться и расти. Уровни будут меняться в первую очередь визуально. В основном они представляют из себя прямолинейные локации, которые нужно пройти от начала до конца. Визуально они сильно отличаются, но смысл остается прежним. Просто забеги станут длиннее. Графика у игры симпатичная, модельки персонажей, питомцев и врагов неплохо проработаны. Выполнены как плоскими, так и объемными. Она хороша для уровня инди-игр. Камера удобно подвешена сверху, так что легко можно просматривать всю карту и уворачиваться от атак врагов. Музыка на уровнях отлично подобрана, боевая, бодрящая, в ней смешиваются и бразильские мотивы, и боевой запал. К минусам я бы отнес то, что игра быстро проходится, и если вы раньше играли в Покемон или Темтем, то она покажется вам короткой и в ней будет мало контента. Музыкальные композиции отличные, но их тоже мало. Самый большой минус для меня игры было необычное управление. Направление движения героя определяется мышкой, а чтобы герой начал двигаться, нужно зажимать правую кнопку. На нажатие стрелок герой не реагирует, и поначалу куча смертей у меня было связано именно с этим. Я начинал нажимать на стрелки. Также вызов одного из существ приходится на W, который я поначалу нажимал, чтобы бежать вверх. Это сперва раздражало, но потом я привык. Эдор хорошая игра, которая проходится за 1-2 вечера и оставляет приятное послевкусие. Игра вышла 3 августа на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Русского языка в игре нет, только английский и язык разработчиков португальский. С вами был Сальса Геймер. Не забудьте оформить подписку на канал и прожать колокольчик, чтобы всегда знать, во что поиграть. Поддержать автора рублем можно по ссылке в описании. Пока-пока и не бомби по пустякам.